Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео и обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, и чтобы вы не растерялись, узорчики собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Смотрите видео, надеюсь, видео вам понравится. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, чтобы не потерять канал. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новинки. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет и слова благодарности. Разные города, разные страны. Это очень приятно читать ваши отзывы, ваши комментарии с переводчиком, конечно, но очень классно. Спасибо большое. Я сегодня к вам с новым узорчиком и вот с такими вот ниточками. Мы с ними уже работали. Новички, кто не знает, ниточки называются Yarnart Super Perle. Это стопроцентный акрил. Смотрим. Стопроцентный акрил. Мне что здесь нравится? Мне нравится метраж. В 100 граммах 400 метров. И вот такая вот, смотрите, текстура, да? Видите, какой такой вот намоточка очень интересная, удобная для рук. Итак, стопроцентный акрил. Цвет покажу вам сразу же. Здесь получается цвет 82-33. Вот такой зелененький. На камеру передается темненьким зелененьким. Так он чуть посветлее, ближе к травке. Ну, как есть. Итак, нам советует производитель, берите крючок номер 3. Вот мы берем крючок номер 3. Мы, в принципе, работали номер 3 с этой пряжей. Отлично получается. Итак, как всегда, я делаю небольшие образцы в районе 30 петелек. Да? Мы сегодня с вами, получается, узорчик, у нас будет раппорт узорчика 8 петелек. И давайте наберем, ну сколько наберем? 40, давайте 41 воздушную петельку. Да? То есть 5 раппортов узорчиков. И получается, для того, чтобы красиво закончить, 41 воздушную петельку. Итак, все как всегда. Так, то есть никаких особенностей. То есть мы найдем сейчас ниточку. Для начала мы делаем петельку фиксации. Так. И при наборе петелек, получается, мы ее не считаем, да? Итак, 41 воздушная петелька. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41. Вот. Наш будущий образец. А теперь настоятельно рекомендую, да, и новичкам, ну и, может быть, и опытным мастерицам. Давайте сделаем вспомогательный ряд. Чтобы мы не запутались в воздушных петельках, сделаем вспомогательный ряд. Вы можете делать его столбиками с накидом, без накида, полустолбиками с накидом. Я буду делать столбиками с накидом. Мне будет так потом удобнее вам показывать. Итак, 3 петельки подъема делаю. Раз, два, три. Далее отсчитываю от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. Ныряю в пятую петельку и провязываю столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Все. И я вот сейчас хочу сделать целый ряд столбиками с накидом. Если я набирала 41 воздушную петельку, значит, у меня должен получиться 41 столбик с накидом. Если вы набирали меньше петелек, ну, то есть, соответственно, количество столбиков должно равняться количеству петелек. То есть сами себя контролируйте, считайте. И еще какая особенность? 3 петельки, которые мы набирали в самом начале нашего ряда, да, это тоже считается, вот они, 3 петельки. Это тоже столбик с накидом, имитация столбика. То есть считаем, сколько я провязала столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее до конца ряда. А в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот наш первоначальный ряд готов. Нам теперь будет удобнее провязывать наш узорчик. Итак, что мы делаем? Мы делаем одну воздушную петельку подъема, поворот и сюда же ныряем и провязываем столбик без накида. А теперь смотрите, пропускаем 3 столбика, раз, два, три, и в четвертый делаем накид, ныряем в четвертый столбик, вытягиваем ниточку, вот так вот ее подтягиваем, так, держим на крючке, не провязываем. Еще раз делаем накид, опять нырнули сюда же, вытянули ниточку, вот так вот подтянули. А теперь смотрите, как провязываем. Провязываем все петельки на крючке, вот кроме вот этой вот самой первой петельки. Провязали. У нас 2 петельки осталось на крючке. Теперь их вместе провязали. Оп, понятно? То есть вот такой вот получается пышный столбик. Далее воздушная петелька. Еще раз накид. Сюда же ныряем. Раз. Потянули ниточку, держим на крючке, не провязываем. Точно так же 2. Далее все петельки провязываем.
остаются 2 петельки на крючке. Мы провязываем потом их вместе. Оп. И обязательно делаем воздушную петельку. Воздушная петелька. Вот у нас с вами получается уже 2 вот таких вот пышных столбика. Идем далее. Третий точно так же делаем. Раз, накид, 2, провязали, провязали, воздушная петелька. 3 столбика сделали. Далее 4 столбик делаем также. Раз, 2, провязали, 2 петельки, провязали, воздушная. 5 точно так же делаем столбик, провязали, провязали, воздушная. 6 провязали, провязали, воздушная. И сюда же делаем последний столбик, 7. Смотрите, еще раз потянули, накид потянули, провязали, провязали. И теперь смотрите, вот у нас как бы такой вот пышный веерочек, да, получился. Опять пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3. И в 4 столбик ныряем, провязываем столбик без накида. Понятно? Вот раппорт нашего узорчика. Далее все то же самое. Опять делаем. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 столбик провязываем точно так же 7 пышных столбиков. Между ними делаем по воздушной петельке. Не забываем. 1. Накид сюда же. 2. Потянули. Провязали. Провязали. Воздушная. Такой же 2 столбик. Провязали. Провязали. Воздушная. 3 столбик. Воздушная, не забываем. 4 столбик. 1, 2. Так. Провязали. Провязали, воздушная. 5 такой же столбик. 1, 2. Провязали, провязали, воздушная. 6. Провязали, провязали, воздушная. И 7. Провязали, провязали. И теперь присоединяемся. 1, 2, 3 столбика пропустили. В 4 делаем столбик без накида. Понятно? Вот. И таким образом делаем до конца ряда. То есть мы делаем такие вот веерочки, состоящие из пышных столбиков. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите. Вот мы провязали наши веерочки. Так, как мы заканчиваем ряд. Вот, опять же, после последнего веерочка, после последнего нашего пышного столбика, 1, 2, 3 столбика пропускаем. И вот в 3 петельки подъема, вот в 3-ю петельку, ныряем и провязываем столбик без накида. Но я хочу здесь добавить новую ниточку. Вы можете продолжать этим же цветом, вы можете поменять. Итак, смотрите, именно 2 последние петельки, неважно какого столбика, с накидом, без накида и так далее, для того, чтобы сменить цвет вязания, мы провязываем новым цветом. Оп. То есть получается, ряд-то мы закончили еще белой ниточкой, но зелененькая уже в процессе вязания. Итак, по узорчику 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Подтянули беленькую, подтянули зелененькую, поворот. И теперь смотрите, мы, получается, здесь должны будем провязать наш вот так веерочек, но только половинку, да, и он у нас будет перевернут наоборот. Поэтому 3 петельки подъема сделали, это как бы первая часть пышного столбика. Делаем вторую часть пышного столбика. Нырнули, вытянули ниточку, держим на крючке. Далее смотрите, что будем делать. Вот у нас между пышными столбиками находится воздушная петелька, арочка. Ныряем в арочку, 1, ныряем в арочку, 2. Все держим на крючке. Накид, 2 арочка. Нырнули, 1, нырнули, 2. 3 арочка. Нырнули, 1, нырнули, 2. И все вот эти петельки держим на крючке. А вот теперь мы должны их будем все вместе аккуратненько провязать. Помните, как мы с вами недавно провязывали квадратные мотивчики, да? То есть мы с вами задерживаем вот так вот, вот эту ниточку пальчиком держим. И протягиваем ниточку через все аккуратненько, через все петельки. Так вот, оп, протянули. Вот наша крайняя ниточка. Так, подтягиваем аккуратненько. И входим вот в эту ниточку, в петельку, вытягиваем нашу рабочую ниточку, 2 петельки на крючке, и теперь их вместе провязываем. Оп, понятно? То есть как бы вот такой же листочек получается. Далее мы с вами должны будем перебраться вот к центральному нашему пышному столбику, к 4-му. Для этого мы делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Присоединяемся к центральному столбику, делаем столбик без накида. Есть.
Далее опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И теперь мы будем делать большой такой полноценный веерочек. То есть мы будем задействовать половинку белого веерочка вот этого и половинку второго. Смотрим. Итак, в первую арочку ныряем 2 раза с накидом. Раз, накид, 2, держим на крючке. Накид. Во вторую арочку ныряем. Раз, накид, 2, держим на крючке. В третью арочку ныряем. Накид, раз, накид, 2, есть. Далее в столбик ныряем. Раз, накид, 2. Далее опять арочка между первым и вторым пышным столбиком. Все держим на крючке. Раз, накид, 2. Второй, получается, вторая арочка. Раз, 2. И третья арочка. Ныряем. Раз, 2. Вот такое огромное количество у нас находится петелек на крючке. Опять берем ниточку, пальчиком первым левой руки как бы затягиваем и держим, вернее, и вот так вот аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько протягиваем полностью через все петельки. Есть. Аккуратно, где сюда. Опля. И опять вот наша петелька, видите, ниточка торчит. Мы ее держим, а саму ниточку, получается, рабочую, мы затягиваем вот таким вот образом, как бы подтягивая все наши петельки. Ныряем вот в эту ниточку, которую держим, вытянули петельку, 2 петельки на крючке, провязываем вместе. Оп, видите? Вот такой же веерочек, да, но провязанный чуть-чуть по-другому, но эффект такой же классный. Опять 3 воздушные петельки, раз, два, 3, и присоединяемся вот к 4-му нашему пышному столбику. Есть. Понятно? Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И повторяем тот же самый зелененький веерочек, как мы делали. Итак, первая арочка. Вторая арочка. Третья арочка. В столбик. Раз, два. Следующая. Первая арочка. Вторая арочка. И третья арочка. Все. Держим ниточку, берем петельку и аккуратненько провязываем. Протягиваем, вернее, петельку через все вот эти петельки, которые у нас образовались на крючке. Помогаем чуть-чуть себе, чтобы не запуталась у нас здесь картина наша красивая. Все. Парочку раз так сделайте, приноровитесь, и у вас все будет получаться. Итак, захватили нашу петельку, которую мы держали ниточку. Вот она, самая крайняя. Держим ее рукой, а ниточку рабочую подтягиваем. Подтягиваем, зажульковываем наши все листочки. Все, присоединились, получается, к последней петельке, вытянули ниточку и провязали 2 петельки вместе. Как вам? Да? Все, давайте до конца ряда самостоятельно. Здесь я вас встречаю. Так, смотрите, вот так получается у нас ряд. И как мы заканчиваем? Мы же здесь тоже, получается, половинку делаем, да? Смотрите, раз, два, 3, половинку нашего веерочка. Ныряем в первую арочку 2 раза. Так, ныряем во вторую арочку 2 раза. Ныряем в третью арочку 2 раза. И затем вот наш столбик без накида, в него тоже 2 раза. Раз, два, все. Дальше все то же самое. Держим ниточку левой рукой. Протягиваем, получается, петельку через все наши петельки аккуратненько. Так. Далее опять держим ниточку, подтягиваем рабочую нашу ниточку. Нырнули, вытянули петельку и 2 петельки провязали вместе. Вот. То есть пол веерочка у нас в начале ряда и пол веерочка в конце ряда. Красота. Далее, смотрите, воздушная петелька, поворот. Сюда же, вот, видите, у нас прям четко видно. Ныряем вот там, где мы соединяли все наши, получается, петельки, и делаем столбик без накида. Далее наша самая задача делать веерочки точно так же, как в первом ряду, то есть белом. То есть мы будем присоединяться вот к этому столбику. Итак, накид, столбик без накида, ныряем. Раз, накид, сюда же 2. Провязали вместе петельки и 2 петельки на крючке. Вспоминаете, да? Провязали 2 петельки вместе, воздушная. Сюда же опять. Раз, накид, 2. Провязали петельки, 2 петельки вместе. Накид. Раз. Получается 2 столбика. Делаем третий также столбик. Провязали 2 воздушные. Четвертый столбик. Раз,
2, провязали 2 воздушные, 5 сюда же столбик, 1, 2, провязали 2 воздушные, 6, 1, 2, провязали 2 воздушные и 7, 1, 2, провязали 2 и сразу же присоединились. Вот, видите, где у нас петельки все соединялись. Вот она, получается, наше окошко. Ныряем в это окошко и провязываем столбик без накида. Видите, как получается? Вот, точно такой же веерочек, как и вот здесь беленький был внизу. Понятно? И дальше, после столбика без накида, вот наш следующий столбик без накида. Опять также в него ныряем и провязываем еще один веерочек. Точно так же. Понятно? Все, никаких сложностей. Не забывайте делать между пышными столбиками одну воздушную петельку. Все, давайте до конца ряда. Угу. Точно так же, как в белом ряду. А здесь я вас встречаю. Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, вот такая вот красота у нас получается. Далее что мы делаем? Вот мы присоединились, получается, к 3 петелькам подъема для того, чтобы провязать столбик без накида. Но здесь я хочу поменять ниточку. Вы можете менять, можете не менять, да? Я хочу поменять на первую ниточку, которая у меня была. Я ее не отрезала, я ее аккуратненько подтягиваю и провязываю последние 2 петельки. Оп, понятно? Сильно не тяните, чтобы край не зажулькать. Вот, можно подтянуть зелененькую, а белую я уже не дергаю. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И теперь я провязываю точно так же наоборот, получается, веерочек. В моем случае здесь будет всего лишь только пол веерочка. Итак, накид сюда же нырнул 1 раз. Так, и далее пошла по арочкам. Первую арочку 1, 2, вторую арочку 1, 2 и третью арочку 1, 2. Теперь опять держу ниточку и провязываю рабочей ниточкой через все петельки аккуратненько до конца. Теперь опять же захватываю ниточку, а рабочую подтягиваю, ныряю вот в эту петельку, которую я держу, вытягиваю рабочую ниточку и теперь 2 петельки провязываю вместе. Оп, поняли, да? То есть все то же самое получается, как мы провязывали нашим в первом ряду зеленого цвета. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Вот наш 4-й пышный столбик. За верхушечку хватаемся и провязываем столбик без накида. Понятно? Все. И так далее. То есть у вас ряды будут повторяться. Сейчас вы провязываете вот этот вот ряд. Так. Далее возвращаетесь этой же ниточкой, провязываете вот веерочки, которые смотрят вверх. Да? Веерочки вниз, веерочки вверх. Все. Если хотите менять цвета, меняйте цвета. Не хотите, можете чередовать 2 цвета. Хотите одним цветом, вяжите одним цветом. Давайте. Получается, 2 ряда повторяются. Поняли, да? То есть первый, второй, первый, второй, первый, второй. Ничего сложного. Больше ничего не меняется. Только меняйте цвет. Встречаемся через несколько рядочков и посмотрим, что у нас получится. Получится очень красиво. Давайте. Так, смотрите. Провязала несколько рядочков. Вот такая вот получается у нас красота. Красота двусторонняя. Видите? Ничего сложного вообще нет. Но, как и все узорчики с пышными столбиками, данный узорчик будет кушать ниточку. Поэтому заранее как бы подготовьтесь, да? Вот. Ну, цвет, конечно, передается такой какой-то более изумрудный, да, на самом деле он немножечко посветлее, ну, уже как есть. Вот такая вот тянучесть, так скажем, у этого узорчика. Объемненький, видите, он такой пузатенький, такой интересный. Естественно, если у вас это будет разные ниточки, да, то он у вас будет разноцветные такие вот зигзаги. В моем случае такие вот зелененькие, как веточки, елочки, да. Возможно, голубенькие это будут волны, желтенькие, например, там песочек там и так далее. Разноцветные, то еще как-то назовете. Итак, давайте замерим. Мы с вами, получается, набирали 41 воздушную петельку. Так, если же этим же, получается, крючком, этой же пряжей, этой же плотностью вязания, ну, без, так скажем, без влажной тепловой обработки, это первоначально будет вот 21,5, да. Ну, естественно, если у вас это будет пледик, это, возможно, будет кромочный, да. Куда можно использовать данный узорчик? Это и кофточки, и кардиганчики, и коврик, и пледик, и сумочка, и рюкзачок, в общем, куда угодно, жилеточка. Так, по поводу ширины, да, вот высоты нашего узорчика. Так, наборный ряд 1, дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну-ка, 10 рядочков. Это у нас получается 12 сантиметров. Видите? За счет того, что петельки вытянуты, узорчик получается немножко повыше. То есть столбики, петельки повыше. Красота? Красота. Жду ваших комментариев, куда можно использовать данный узорчик. А кто уже вязал данным узорчиком, рассказывайте, где вы его использовали, да?
Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, потому что впереди много нового интересного. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Под видео справа внизу здесь находится стрелочка «Поделиться» в различных соцсетях с друзьями, с подружками. Делитесь. Заранее спасибо большое. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.